Сегодня будет видео про пожарный автомобиль и что в нем находится. Сегодня очень удачный момент, потому что у нас стоит новый автомобиль пожарный, укомплектованный, плюс у нас один из автомобилей уехал на плановое техническое обслуживание, из него все вытащили, и сейчас будет очень удобно, во-первых, все посмотреть наглядно, то есть что лежит в пожарном автомобиле, так скажем, в объеме. Вот оно здесь разложено, а еще с той стороны автомобиля. Сейчас я это все покажу, и также потом посмотрим, как все это размещено в отсеках пожарного автомобиля, что находится в кабине и так далее. Сразу хочу извиниться, возможно, качество видео будет не очень, потому что снимаю на телефон, но в принципе должно быть нормально. Итак, у нас в машине вот такой вот объем различного пожарного вооружения. Это не все, с той стороны автомобиля еще находятся рукава. Вот у нас рукава также из автомобиля сложены, плюс здесь на посту ТО у нас сложены стволы, и также отдельно мы здесь пока времени сложили напорно-всасывающие рукава. Вот такой вот объем вооружения пожарного, значит, находится на автомобиле. Сейчас более подробно все это рассмотрим. Рукава рассматривать не будем, здесь вот небольшое количество представлено, думаю, этого хватит. Начнем сначала. Здесь у нас находятся трехходовые разветвления, 2 штуки. Значит, служат они для того, чтобы подбить от машины рукава, значит, сюда, а здесь у нас идет разделение на 2, на 3, насколько нужно линий. То есть больше диаметр делится на меньше. Применяется практически всегда, то есть создается магистральная линия, подвод воды, более толстый рукав, и от него идут маленькие. Далее у нас идут всасывающие сетки. То есть для чего они нужны? Автомобиль можно заправить несколькими способами. Один из них — это поставить на пожарный гидрант вот такую вот колонку. То есть видели, да, на асфальте, где-то в земле есть колодцы, обязательно есть какая-то маркировка, что это пожарный гидрант. То есть пожарные подъезжают, они знают, где находится пожарный гидрант, открывают крышку, накручивают колонку и, собственно, с нее забирают воду из водопровода. Подробнее я сейчас расскажу. И также есть еще один способ, как я уже показывал. Напорно-всасывающие рукава также подбиваются к автомобилю, к задней части. И, наконец, значит, этих рукавов одевается вот эта вот сетка. Сетка служит для того, чтобы никакой мусор не попал в насос пожарного автомобиля и не вывел его из строя. Далее у нас находится проушина для буксирования автомобиля. То есть, если нужно кого-то выдернуть или выдернуть сам пожарный автомобиль, вкручивается вот эта проушина в специальные места, чтобы можно было подцепить каким-то тросом. Также вот есть домкрат. Есть противооткатники вот такие вот массивные для автомобиля. В общем-то, в машине 2 штуки со своей задачей справляются. Имеется вот такой вот пульт управления. Это пульт управления лафетным стволом, который находится на крыше автомобиля. Далее у нас есть вот такой вот гидроэлеватор. Тоже служит для забора воды. Тоже имеется сетка вот такая. То есть, чем он отличается от остальных способов забора воды. То есть, если, допустим, мы используем сетку, напорно-всасывающий рукав, то мы можем забирать воду из какого-то такого достаточно глубокого источника воды, речка, озеро и так далее. Колонка, понятное дело, это там, где есть водопровод. Ну а гидроэлеватор можно забирать воду, в общем-то, практически даже из лужи из какой-нибудь. То есть ему большая глубина не требуется для забора воды. Далее вот есть такие рукавные зажимы разного, опять же, диаметра. То есть если рукав получил повреждение, рукава часто портятся на пожаре, когда их таскают по какому-то выгоревшему месту, например, там есть какие-то угольки, либо это какая-то мусорка, свалка там горела, или еще что-то, есть осколки стекла, какие-то железки.
рукава часто протыкаются, прожигаются. И когда, значит, в рукаве достаточно большой напор воды, получается такой свищ. И чтобы его как-то убрать временно на пожаре, применяется вот такой зажим. То есть на это место одевается зажим. Здесь застежка, застегивается. Вот, сжимает этот рукав. И, собственно, на время течь прекращается. Потом уже по возвращению в пожарную часть рукава ремонтируются. Также у нас здесь есть огнетушители различные. Имеются вот такие вот пожарные задержки. То есть одевается на рукав. Вот таким способом, значит, затягивается под собственным весом и цепляется за какую-то конструкцию. Сделано это для того, чтобы, допустим, когда рукава поднимаются на какой-то этаж, то есть это лестничная клетка, еще что-то, чтобы он своим весом не тянул вниз, можно закрепить за какую-то конструкцию и тем самым облегчить, в общем-то, вес рукава, снять нагрузку с пожарного. Также вот у нас есть такой крюк для открывания колодцев. Ну и теперь сами, значит, пожарные колонки. Ставятся они, как я уже сказал, на пожарные гидранты, которые находятся под землей. Почему под землей именно находятся? Потому что зимой вода может замерзнуть под землей на достаточном углублении. Трубы не перемерзают, и можно спокойно, в общем-то, открыть колодец, накрутить вот эту колонку и забрать воду. Далее у нас имеются вот такие вот переходные головки. Служат они для того, чтобы соединять рукава разного диаметра, но и не только рукава. То есть вот такая вот система быстрого съема, она, в общем-то, здесь везде применяется. То есть и на колонках, и опять же на всасывающих сетках, на разветелках. То есть на рукавах такие же замки. Значит, но они разного диаметра. То есть сами рукава разного диаметра. Вот это вот все разного диаметра. Для чего это служит? На пожарном автомобиле выкидные патрубки, то есть откуда насос уже подает воду для тушения, они обычно 77 диаметра. То есть если вам, допустим, не нужно 77 рукав подсоединить, то можно обойтись 51. Можно использовать такой переходник. Их достаточно большое количество здесь имеется. Также есть более крупные представители. Вот, значит, диаметром 150 на 125. Тоже несколько штук. Также есть вот такие пенные насадки. ГПС 600, ГПС 200. Вот, служат они, в общем-то, для подачи пены. То есть одеваются они непосредственно на ствол. Стволы я чуть позже покажу. И уже через них подается пена. Пена служит для тушения каких-то нефтяных продуктов, нефть, бензин и так далее. Здесь у нас вот есть такие водосборники, несколько штук. Служат они, опять же, для забора воды. То есть, чтобы заполнять бочку в автомобиле пожарном. Здесь у нас есть два разветвления 4-ходовых. Они более объемнее, чем предыдущие, которые я показывал. Здесь уже подключается 150 рукав. Очень большой. В основном в городских условиях они не применяются. То есть это объектовый автомобиль, объектовая часть. И также уже здесь не 3 выхода, а 4. Также имеются ключи для соединения головок, то есть на рукавах, на автомобиле и так далее. То есть вот этими ключами, вот эти полугайки можно затянуть или наоборот раскрутить, если вдруг они тяжело снимаются. Здесь у нас также есть 4 рукавных мостика. 1, 2 и здесь 2. Служат они для того, чтобы, когда машина стоит, допустим, на гидранте, еще где-то, и горит, к примеру, какая-то постройка, да, то есть от машины тянутся рукава с водой. Вот это
расстояние может быть разным, то есть может быть машина близко подъехать, да, к пожару, возможно, близко подъехать не получается. Приходится тянуть рукава, каждый рукав примерно по 20 метров длиной. И бывает такое, что эти рукава идут поперек дороги какой-нибудь. Ложатся вот эти вот рукавные мостики, здесь прокладываются рукава, можно 2 рукава проложить, то есть один желобок, второй. Дорогу не всегда получается перекрыть, то есть возможно нужно будет проехать там скорой помощи, еще какому-то спецтранспорту. Вот, поэтому вот эти рукавные мостики ложатся на дороге, прокладываются рукава, и автомобиль может по ним спокойно переехать. Но здесь можно посмотреть рукава. То есть вот представлены 3 диаметра рукавов, 77 диаметр, чуть поменьше 51 и большие вот на 150. Далее у нас имеются вот такие топоры в машине. У каждого пожарного есть свой личный топор, ну плюс еще вот в автомобиле тоже есть. Есть вот такой вот большой топор пожарный. Ножовка по дереву. Также вот есть различные ломы, то есть для вскрытия каких-то конструкций. Также есть кувалда в автомобиле, тоже на всякий случай. При разборке каких-то конструкций, вскрытию дверей. Есть лопаты, совковые, штыковые. Также есть еще вот такие вот стволы. Далее у нас есть вот такие вот теплоотражающие костюмы в автомобилях. Здесь тоже, значит, есть диэлектрика, то есть ножницы, сапоги. Должны быть еще здесь перчатки, боты. В общем-то, все это служит для того, чтобы, если приехали на пожар, можно было обрезать какие-то провода, то есть обесточить здание. Потому что если здание не обесточено, то тушить его, лить воду очень опасно. Ну и также здесь имеется 3 лестницы. То есть это лестница штурмовка. Вот с таким крюком. Значит, лестница-палка и 3-коленная лестница. Значит, у них назначения различные. 3-коленная лестница выдвигается на высоту 3-го этажа, то есть по ней можно подняться на 3-й этаж. Штурмовка служит для того, чтобы взобраться в окно какого-нибудь этажа, то есть вот этим концом разбивается стекло, внутрь здания заводится вот этот крюк весь, вот этими шипами за подоконник цепляется, и пожарный может забраться в окно, из этого окна перекинуть эту лестницу на этаж выше, разбить следующее окно, вот, и, собственно, так подниматься по этажам. Лестница-палка служит тоже как вспомогательный также инструмент, то есть ей можно также разбивать и стекла, и какие-то конструкции, вот, ну и также можно по ней забраться. Напорно-всасывающие рукава, в общем-то, отличаются от тех, которые я показывал до этого. Те были просто напорные, то есть они служат для подачи воды. Напорно-всасывающие в основном служат для забора воды. То есть когда насос создает вакуум и берет воду из речки, из озера, чтобы рукава не сжимались под действием вот этого вакуума, да, который насос создает. Далее стволы. Стволы есть различные, также диаметр подсоединения у них разный. То есть есть большие, маленькие, обычно вот такие вот на 77 называются стволы А, которые поменьше, стволы Б. В общем-то, разный у них расход воды, то есть в зависимости от потребностей применяются те или иные стволы. Вот эти вот большие, это лафетные стволы, они очень тяжелые, порядка 40 килограмм. В общем-то, вот такой вот большой объем пожарного снаряжения в машинах. Теперь посмотрим уже более подробно, как это все разложено в самом автомобиле. Итак, начнем с первого отсека. Здесь у нас есть вот такой вот выдвижной отсек, значит, в котором у нас находится кувалда, ножовка, топор и ломы. Это с одной стороны. С другой стороны у нас находятся огнетушители. Также у нас есть такой вот спасательный инструмент, многофункциональный.
Здесь у нас находится разветвление, там дальше лопата, ну с той стороны увидим. В следующем отсеке у нас находятся рукава. Вот так вот они сложены, то есть на застежках, когда машина едет, чтобы ничего не вываливалось. Далее у нас есть переходники различные, также пожарная колонка есть, рукавные зажимы, рукавные задержки, крюк для открывания колодцев, канистра. Здесь различные запасные части, то есть здесь прокладки как для рукавов, вот эти вот резиновые кольца, так и для колонок, ну, то есть для ремонта. Если вдруг что-то случилось, можно, в общем-то, незамедлительно это все отремонтировать. Также у нас есть здесь еще один отсек снизу, в котором находятся рукавные мостики, вот, и также есть еще переходные головки. С другой стороны также имеются отсеки. Здесь также есть рукавные мостики, переходные головки. Запас рукавов достаточно большой. Водосборники для забора воды. В следующем отсеке у нас есть лафетный ствол, противооткатники. Там вот стоит канистра небольшая. Вот. Ну и также несколько рукавов. По бокам автомобиля имеются вот такие раскладные лестницы. То есть, чтобы можно было достаточно свободно подняться вверх, взять что нужно, в общем-то, и приступить к тушению пожара. Такие же есть и спереди, значит, ступеньки, и с той стороны. В задней части автомобиля с обеих сторон вот такие вот выкидные патрубки. То есть идут от насоса вот эти трубы, сюда подбиваются рукава и прокладываются линии для тушения. То есть их всего 4 штуки, здесь 2, с той стороны 2. Здесь у нас патрубки для забора воды. То есть через них вода поступает в насос. Сейчас посмотрим, что у нас в заднем отсеке находится. Здесь у нас находится сам насос. Здесь также дозатор для смешения воды с пенораствором имеется. И также автоматическая установка дозации пены. То есть здесь водитель может видеть, какой уровень воды у него в бочке, какой уровень пенообразователя у него. То есть здесь все, лампочки загораются, все подсвечивается. В реальном времени можно знать, сколько воды в пожарном автомобиле. Также в автомобиле есть, значит, переговорное устройство. То есть соединяется с кабиной водителя. Можно, в общем-то, общаться. На крыше у нас находится лестница. В общем-то, точно такие же, как и здесь, которые я уже показывал. Вот так вот они располагаются. Чтобы, в общем-то, всю эту конструкцию достать, не обязательно вот в данном автомобиле лезть на крышу. Достаточно поднять вот эту защелку. Вот. И вот этот рычаг потянуть на себя, вся эта конструкция будет выдвигаться и, в общем-то, опуститься. Можно будет взять то, что нужно, ту лестницу, которая нужна, и использовать ее. Также на крыше имеются вот такие вот пеналы. В них находятся вот такие вот напорно-всасывающие рукава. И также на крыше там дальше находятся лафетные стволы. И теперь посмотрим, что находится, в общем-то, в кабине пожарного автомобиля. Здесь у нас бойцовский отсек, рассчитан на 4 человек, 4 сиденья. Спинки, в общем-то, сделаны таким способом, что в них можно поставить воздушные баллоны. То есть пожарные одевают баллоны с воздухом, если нужно, в общем-то, зайти в какую-то задымленную зону, проводить там какие-то спасательные работы, либо работы по тушению пожара. Также под сиденьями имеются теплоотражающие костюмы, диэлектрика. Также здесь находятся ручные стволы пожарные и
фонари. Теперь посмотрим водительское место. Здесь у нас два места, собственно, для водителя и для либо начальника караула, либо командира отделения. Здесь у нас, в общем-то, салон, да, есть управление насосом пожарным, то есть в заднем отсеке. Также имеются рации, вот, и небольшой запас огнетушителя. Также обращаю внимание ваше, что собаки в комплект автомобиля не входят. Спрашивали, какой объем воды, значит, находится в пожарном автомобиле. Конкретно в этом автомобиле 5000 литров воды, то есть 5 кубов и 1 куб пены. Также спрашивали, какой, значит, насос установлен в автомобиле. Насос 100 литров в секунду. Ну, собственно, я вам показал, что находится в пожарном автомобиле, в каком количестве. Надеюсь, видео было полезным. Покажите его своим детям. И также напишите в комментариях, интересно было бы вам посмотреть не только пожарный автомобиль, но и саму пожарную часть, как здесь все располагается. То есть сейчас мы находимся в гараже. Здесь есть стеллажи для одежды пожарных, для одежды водителей. Также вот у нас мойка здесь есть, которую моют пожарные автомобили. Вот. И также есть очень много помещений различных. Вот. Если интересно будет посмотреть такое видео, напишите, и я обязательно его сниму со временем. На этом все. Если понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. И также показывайте это видео своим детям, им будет очень интересно посмотреть. Делитесь с друзьями, пусть они покажут его своим ребятишкам. На этом, в принципе, все. Всем пока, всем удачи.